Когда солнце приподнялось над ледяным Чукотским морем, его настойчивые лучи стали освещать спокойные, но холодные воды, в которых одинокий белый медведь выбрался на поиски пищи. Раньше медведь жил на гигантских айсбергах, высоко и гордо возвышавшихся над холодной водой, но, оказавшись в мире, испорченном изменением климата, лед стал таять быстрее, чем он мог адаптироваться. Это подталкивало его заплывать все дальше, в открытые воды, где риск оказался в несколько раз выше. Сегодня волны были особенно сильными, их мощь раскачивала медведя, будто он был лишь игрушкой в руках природы. Каждая новая волна врезалась в его тело, и медведь чувствовал, как силы покидают его, как будто море забирало его последние надежды. Под водой, в темных глубинах, извращенные и голодные акулы уже кружили вокруг, поджидая момент, когда их утомленный противник окажется в уязвимом положении. Белые медведи обычно являются первоклассными охотниками на льду, но в открытом море они покупались на явно невыгодную игровую площадку. Когда медведь заметил черные плавники, торчащие из воды, страх охватил его, как стальной захват. Он попытался нырнуть глубже, но его утомленные мышцы не позволяли ему спуститься на значительную глубину. В этот момент акулы учуяли небольшую рану, когда медведь задел коралловый риф во время последнего отчаянного движения. Запах крови, как волшебный сладкий нектар, пробудил их хищнические инстинкты, и медведь почувствовал, как паника захватывает его сердце. Он издал слабое рычание, поворачиваясь из стороны в сторону, в поисках выхода из ледяного плена. Тем временем неподалеку продолжало тихо двигаться грузовое судно «Бореалис». Капитан Колин, опытный и отзывчивый человек, стоял на палубе и смотрел в бинокль, когда его внимание привлекла белая фигура, носящаяся в серо-голубой воде. Сидящий рядом с ним матрос Джонас пристально следил за экраном радара, чтобы убедиться, что судно идет по правильному курсу. В то время как матрос Мэри проверяла грузовой отсек, Томас занялся техническим обслуживанием оборудования и двигателей. Вдруг на лице Колина отразилось удивление и беспокойство, когда он заметил, как белый медведь, сбитый с толку, отчаянно пытается спастись. Джонас увидел плавники акул, и оба морских волка поняли, что этот белый медведь находится в смертельной опасности. Осознавая всю серьезность ситуации, Колин быстро позвал Мэри и Томаса подняться на палубу и объявил о чрезвычайной ситуации. На палубе все согласились, что время на исходе и необходимо действовать быстро, чтобы медведь не стал жертвой акул. Сначала Мэри волнительно высказала свою боязнь, что медведь может проявить агрессию к людям, когда его спасут. Но Томас с уверенностью уверил ее, что медведь был на грани жизни и смерти и не сможет протестовать. Колин, собравшись с мыслями, решил рискнуть и приказал подготовить веревки, сети и спасательное снаряжение. Судно стало медленно приближаться к медведю. В то время как Джонас внимательно следил за перемещениями акул, Мэри и Томас начали забрасывать сети, нацеливаясь создать временный барьер, чтобы отпугнуть хищников. С каждым мгновением медведь отчаивался все больше, отчаянно стремясь к корме судна, где надежды стали реальностью. Он протянул свои огромные передние лапы, охватывая борт судна, и его глаза засияли от слез, как будто он молил о помощи. Джонас позвал остальных матросов помочь удерживать спасательные средства. «Мы не можем это бросить! Вы готовы?» — крикнул Колин. В его голосе был заряд уверенности, на который могли опереться его подчиненные. Каждый из них ответил хором «Да». Наполненные решимостью, они начали работу над спасением. Мэри надежно закрепила веревку,
а Томас обвязал ее вокруг мачты для дополнительной опоры. Колин бросил медведю еще одну веревку, надеясь, что тот схватит ее. И, к счастью, медведь ухватился лапами за веревку, и его вес потянул за собой веревку. Но в это время акулы почувствовали, что их добыча вот-вот окажется вне досягаемости, и бросились вперед с кровожадными глазами. Джонас и Мэри размахнули сетью и издали громкий звук, чтобы временно испугать акул. Силы медведя иссякали, его тело дрожало от усталости, и сбоку все еще сочилась кровь. На борту несколько других матросов бросились помогать тянуть за веревку, постепенно вытаскивая медведя из воды. Томас изо всех сил старался удерживать голову медведя, ведь он боялся, что тот упадет назад и получит новые травмы. Колин строго и уверенно командовал, его голос поддерживал слаженность действий команды. После напряженной борьбы медведь, наконец, смог перелезть через перила и тяжело рухнул на мокрую палубу. Команда была измотана, но не могла позволить себе отдыхать, так как акулы все еще оставались внизу. Джонас положил большую деревянную доску вдоль борта корабля, чтобы предотвратить нападение со стороны моря. У медведя на палубе сердце колотилось, как будто пытаясь растопить холод подвластного ему моря. Мэри, наполненная состраданием, бережно накрыла медведя одеялом. Вдруг, почувствовав тепло, медведь открыл свои полные страдания глаза, их взгляды встретились, и он, казалось, выражал безмерную благодарность. Томас быстро принес аптечку первой помощи, чтобы попытаться продезинфицировать открытые раны. Колин, стоя бок о бок с ним, выглядел озабоченным, видя, что состояние медведя оставляет желать лучшего. Джонас тем временем позвонил в местный департамент морского хозяйства, чтобы сообщить о ситуации. С волнением и надеждой Мэри осторожно влила немного пресной воды в пасть медведя, помогая ему избежать обезвоживания. Медведь слегка вздрогнул, его дыхание стало спокойнее, и глаза, возможно, даже попытались закрыться. Волнение и морской гул издавало зловещее настроение, как оказывается, даже в этом спокойном моменте. Немедленно свяжитесь с Центром спасения морских животных. У нас нет средств, чтобы позаботиться об этом, строго сказал Колин. Томас кивнул и, быстро взяв рацию, вызвал спасательную станцию на суше. Спасательная станция была поражена, узнав, что на Бореалисе посреди Чукотского моря находится белый медведь, и они подтвердили, что немедленно отправят вертолет и группу экспертов к месту нахождения судна. Джонас обновил GPS-координаты, чтобы спасательная команда могла как можно быстрее найти медведя. Усталая команда на борту Бореалиса сумела немного успокоиться, но ни один из них не мог забыть о потенциальной опасности. Медведь, ползший к полному истощению, периодически тихо скулить, осматривая людей, как будто они стали его единственной надеждой. Мэри, укрепляя его дух, бережно гладила его бледно-желтую шерсть, задаваясь вопросом, как далеко он заплыл и сколько опасности ему пришлось пережить до этой трагической встречи. Тем временем Коджи капитан Колин наблюдал картину с глубоким пониманием уязвимости природы, мгновение, когда дикие существа столкнулись с человеческим вовлечением и влиянием современности. Спасательная команда сказала, что будет здесь через час. Мы должны обеспечить безопасность медведя, объявил Джонас. Томас, находя брезент, быстро создал защиту от ветра и брызг воды на палубе. Мэри сожгла откровенные мечты. Она предложила медведю немного мясных консервов, понимая, что это не полная мера. Медведь тихонько принюхивался, откусил несколько кусочков и снова закрыл глаза от усталости. Несмотря на пронизывающий холод и острую боль от раны, единственное желание медведя — это жить, а каждый глухой звук на горизонте, в том числе звук вертолетного двигателя, принес надежду как людям, так и гордому существу,
выброшенному на край. На Бореале все верили, что мужество и великодушие, проявленные в этот критический момент, могут изменить судьбу, нуждающейся в спасении дикого существа, оказавшегося в безбрежных и безжалостных водах Чукотского моря. Дорогие друзья, если вы сами пережили подобные истории гуманности и духа, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь ваша поддержка важна для сохранения этого послания.